SX – самый продаваемый классический спорт-турист в Европе за последние лет 6. В Японии SX регулярно оказывается самым продаваемым туристическим мотоциклом на внутреннем рынке. На японских аукционах из туристического сегмента за последний год продали больше только гусей. В России по количеству объявлений спорт-туристов от 2020 года литровый SX на первом месте. И в целом у Kawasaki всех годов в России наибольшее количество объявлений на автору у Ninja 1000 SX, на втором месте Z1000 SX, что то же самое, но постарше. Меня всегда интересовало, что в SX такого особенного. Причем модель не особо эволюционирует, но ее до сих пор боготворят. Вот просто навскидку из рейтингов за прошлый год, который я публиковал в Телеграме. 1100 SX на втором месте по итогам японской народной премии «Мотоцикл года». По версии британских изданий MCN и Wizardown, SX – лучший большой спорт-турист прошлого года. Крупнейший немецкий журнал Motorrad по итогам прошлого года SX поставил на третье место из всех мотоциклов по сумме баллов, учитывается широкий спектр моделей, а не только новинки. Короче, байк по-настоящему любят, надо разобраться. Забегая вперед, если убрать подкласс с прямой посадкой типа трейсера и тяжелые гипербайки типа хайбусы, после теста мне SX понравился больше остальных классических спорт-туристов, на которых я ездил. Я могу назвать его лучшим классическим спорт-туристом, но с оговоркой, что я не пробовал Suzuki GSX S1000 GT, который, собственно, и появился с явной оглядкой на SX. Начну с козырей. Добавьте к геометрии нюансы, что у мотоцикла нет демпфера руля и заигрывания в кроссоверность. Руль не зажат и честная 120-я вилка. Если не брать во внимание скутеры, за последние 5 лет я 120-ю вилку видел только на NC, сейчас повальная мода даже на нейкидах и спорт-туристах ставить более длинноходную подвеску. Объективно, это самый рулежный мотоцикл в окололитровом классе, и, на мой взгляд, таким и должен быть спорт-турист чисто по геометрии. Он шикарный даже на очень узких серпантинах, где на литровых спорт-туристах обычно тесно. Есть такой штамп: рулится силой мысли. Вот к SX он относится в полной мере. Я могу понять другую точку зрения, когда людям нравится, что мотоцикл стоит на асфальте на очень высоких скоростях как приклеенный и не реагирует на любые внешние раздражители. Собственно, если сравнить SX с RS и Pikes Peak или чем-нибудь подобным с длинной тупой геометрией, SX на скоростях за 150, если порывистый ветер или возмущенный поток воздуха на магистрали, ощутимо менее стабилен. Не воблит, но нервозный, и его слегка по полосе таскает, нет ощущения монументальности. Это можно было бы исправить продвинутой аэродинамикой, и аэродинамику Ninja смело можно назвать проработанной, но для байка старого поколения. Производители боятся тронуть то, что приносит деньги. Этот недуг успешных моделей тронул и Kawasaki. В аэродинамике за последние годы немного поменялся подход. Взять те же винглеты, да и в целом с современной техникой просчитать аэродинамику сильно проще, чем во времена проектирования Z1000 SX. Главное, что я бы хотел добавить в SX – аэродинамику уровня современных итальянцев, которая смогла бы подружить и короткое спортивное шасси, и стабильность на высоких скоростях. На Kawasaki нормальный компромисс, связанный с короткой базой и резким наклоном вилки, но бывает и лучше. В любом случае, неприятные ощущения начинаются только на нудных магистральных перегонах и на скоростях, когда я все равно на спорт-туристе долго ехать не готов. Потому что слишком шумно даже в берушах и продувает, если прохладно. Да и кто в самом деле гоняет под 200 на основных рынках типа Японии и Британии? Понятно, что важна местность. В Германии у меня бы другие предпочтения были. В Москве, где до ближайшего полноценного серпантина сутки ехать и штрафы по цене чашки кофе, тоже другие приоритеты. Но так случилось, что у меня первая шпилька в 600 метрах от дома, и резкая четкая рулежка в условиях бесконечных гор сильно важнее. Чтобы заинтересовать тех, кто живет в России, добавлю, что SX даже в топовой версии SE на японских аукционах торгуется дешевле, чем Tracer 9 GT, не говоря уже про GT+. Главный конкурент мотоцикла Suzuki S1000 GT стоит немного дешевле и в Европе, и в Японии. На аукционах Suzuki продается совсем уж по смешным для литра ценам. Но если Hayabusa до сих пор покупают как не в себя, Suzuki практически монополизировала японский рынок гипербайков, то у GT популярность по какой-то причине не особо высокая, хотя чисто по спецификациям он любопытен. Когда вам нужен байк по специфичному запросу, с SX из-за массовости проще и ждать не нужно. Просто как пример, SX 26 года на аукционах бывают каждую неделю, а GT ни одного не было. Если говорить про Москву, в торговом центре Формулы X прямо сейчас можно посмотреть и купить новый дилерский 1100 SX в моторике за 2 миллиона.
Кажется, что дорого, но когда понимаешь, что новые простенькие японские среднекубатурники стоят около 1,5 миллиона, то литр на четверть дороже — это справедливо. Для интереса, новый Tracer 9 без радара, без автомата и без гарантии те же 2 стоят. Помимо шоурума Kawasaki в формуле большое количество мотосалонов европейских и китайских производителей всех ценовых сегментов, а также магазины с экипировкой, запчастями и аксессуарами. 4 этажа с мототоварами, что-нибудь найдете. Также напомню, что начался сезон моточетвергов на территории формулы с джимханой, мотокино, шашлыками и прочими активностями. Подробности в телеграм-канале по ссылкам в описании. Увидимся в формуле. Возвращаясь к сравнению с Suzuki S1000 GT, в Европе схожая с аукционами ситуация. Уж насколько Kawasaki недорогой, Suzuki умудрилась еще ниже цену поставить. И опять повторюсь, у Kawasaki на европейских сайтах на цену не смотрите. Там для SX включены в стоимость 3 года техобслуживания, реальные дилеры будут предлагать ниже, но не суть. Я это рассказываю для понимания, это два прямейших конкурента. Если внимательно смотреть, видно, что в GT многие вещи хотя бы чисто на бумаге пытались сделать лучше, чем в SX. А 1100 SX в свою очередь наверняка делался с оглядкой на Suzuki. Suzuki поставила тормоза Brembo, у Kawasaki в версии SE теперь тоже Brembo и амортизатор Öhlins в придачу. К сожалению, у меня на тесте эта самая версия SE. Я бы хотел попробовать версию с базовыми тормозами и подвеской, потому что голый SX интереснее по цене и есть у меня подозрение, что можно не переплачивать. А на SE даже обсудить нечего. Что говорить о всем известных тормозах Brembo M432 в комплекте с дисками и главным тормозным цилиндром от Brembo. Это уже классика. Очень предсказуемые тормоза для таких мощностей и характера байка больше не надо. Какой может быть короткая вилка со всеми регулировками и амортизатор от Öhlins? Тоже сложно претензии предъявить, четкая на серпантинах, при этом нет зубодробительности и достаточно комфортная для спорттуриста. На мелкие камешки не обращает внимания, на плохой дороге нет желания сменить байк. Под характер мотоцикла отлично подходит и на себя внимания не обращает. Говорят, по сравнению с обычным амортизатором, вариант с Öhlins увеличивает уровень комфорта. Все замечают, что в 1000-м поколении мощность заявлена выше, чем в 1100-м, и чисто по цифрам у 1100 SX все еще меньше мощности, чем у GT. К великому счастью, у нас есть данные с одного и того же диностенда авторитетного motorcycle.com, и видно, что Suzuki мощнее только в малюсеньком диапазоне, начиная с 9800 оборотов. Во всем остальном диапазоне Kawasaki очевидно мощнее. И это я вам еще не успел сказать, что на графике 1000 SX. А это график с того же диностенда по 1100 SX. Совсем очевидно, что 1100 гораздо лучше везде, хотя формально Suzuki по тестам на одну лошадиную силу мощнее. Только толку-то, если до 7500 GT слабее трейсера. Но справедливости ради, литровая линейка единственная интересная в текущем модельном ряду Suzuki. Если сравнить SX и S1000XR, BMW значительно мощнее в пике, но на всем диапазоне до 8500 оборотов SX выдает большую мощность. Я к тому, что SX сложно назвать дохлым, просто он среднеоборотистый, а основные конкуренты высокооборотистые, и это вопрос характера. Да, если смотреть на мотоциклы совсем другого ценового сегмента с динамическими фазами, там и середина лучше, и верха, но в цене SX более живой середины ни у кого и нет. Kawasaki заявляет для 1100-го меньшую мощность, но по факту на диностендах такого не наблюдается. В интернете есть вагон графиков из других диностендов, на всех у 1100-го те же 125 сил на колесе, у 1000-го мощность на колесе колеблется от 120 до 125 сил. Понятно, что Kawasaki снимает данные с коленвала, а все остальные с колеса, и можно предположить, что погрешность вызвана разницей в передаточных числах, вот только должно быть наоборот. Раз уж зашла речь, на литре верхней передачи короче, у 1100-го 5 и 6 передачи с выраженной длинноходностью для экономичности, низких оборотах на трассе и так далее. Это в целом более гражданский мотор, который и для трассы хорош, и для спорттуриста очень удобен в пробках. Можно еще добавить в сравнение GT, получится четкая градация. У Suzuki самая агрессивная трансмиссия, у 1100 SX самая комфортная, 1000 SX посередине. На средних передачах между Suzuki и 1100 SX разница в 24%, что сильно влияет на характер. И это неплохо и не хорошо, просто разные характеры. В городе SX для спорттуриста на удивление приятен, по пробкам не раздражает ездить, у него еще и сцепление очень мягкое.
Кстати, я в прошлом ролике про Tenere для простоты сказал, что один из факторов, почему КТМ использует более жесткие пружины, в том, что мотор мощнее. Правильнее было сказать моментнее. Выбор жесткости пружин при прочих равных ориентируется на пиковый крутящий момент, который должно переваривать сцепление. Как общее правило, чем менее моментный двигатель, тем слабее можно использовать пружины и тем легче выжим при прочих равных. Но также зависит характер импульса. Четырехцилиндровые моторы равномернее, можно использовать мягче пружин. Бывают четверки сил на 150, у которых сцепление одним пальчиком выжимается. У моментных двушек всегда будет жестче сцепление при прочих равных. Плюс из-за того, что на той же скорости у четверок того же объема выше обороты, лучше работают системы стабилизации. Электроника плавнее и с меньшей задержкой может скорректировать выдачу момента. Особенно на 1100 SX, где Traction Control не отрубает зажигание, а бесшовно меняет угол открытия дроссельных заслонок. Вы даже не всегда заметите, когда вас мотоцикл спасает. Многие как огня боятся четверки из-за более высоких оборотов. Почему-то в голове сидит мысль, что это вредит мотору и надо на любых мотоциклах обязательно ездить на 2000 оборотах, хотя на износ влияют не сами обороты, а физическая скорость поршня. На короткоходной четверке поршню нужно пройти меньше расстояния за один оборот, поэтому для примера у NT 1100 средняя скорость поршня на 4000 оборотах выше, чем у SX на 5000. А у Харлеев на 117 моторе средняя скорость поршня на 3000, как у Kawasaki на 6000. Вдобавок у четверок маленькие легкие поршни. Двушкам приходится более тяжелую массу постоянно дергать и останавливать. Короче, четверки заточены на то, чтобы целыми днями висеть на более высоких оборотах и ничего с ними не случится. Просто обычно четверки ассоциируются со спортбайками, на которых все облегчено и форсировано до предела, не надо их с гражданскими байками сравнивать. У SX так вообще обычное обслуживание. Со степенью сжатия Kawasaki сильно не заигрывает, у SX для замены требуется почти на 20% больше масла, чем у Suzuki, и GT рассчитан на работу в верхнем диапазоне оборотов. Ясен пень, на Kawasaki масло деградирует медленнее. Где-где, но не в SX чего-то бояться. Минусов у рядных четверок по большому счету 3. Первый, сам блок широкий, поэтому сидишь так, как будто обнимаешь столетнее дерево. У SX, кстати, интересная эргономика у коленей, сильное углубление в баке, бак еще сверху ноги накрывает. Как сопутствующее, на рядных четверках подножки больше выпирают, и под те же самые предельные углы наклона мотоцикла на ряднике обычно подножки стоят выше, хотя это уже зависит от конкретной компоновки. Второй минус: у двух средних цилиндров охлаждение всегда слабое, что на скорости не проблема и с точки зрения туриста роли не играет. Но моторы ощутимо чаще гундят вентилятором в пробках. Скорее из-за этого я не люблю на рядных четверках по пробкам ездить даже с таким плавным мотором, как у SX. К чести Kawasaki, очень хорошо продуман отвод жара от ног. Я на SX даже в шортах по городу ездил, никакого дискомфорта, что для рядной литровой четверки большая редкость. Кстати, сила компоновки V4 для гражданского применения в том, что профиль мотоцикла можно сделать уже и двигатель сместить ближе к центру мотоцикла с кучей вытекающих плюсов. Но и общий минус четверок в городе и низкоскоростных сценариях – выше расход. Про трассы такой жесткой закономерности нет, зависит от кучи факторов и смотря с чем сравнивать. Например, на SX у меня получился средний расход 8 литров, и это не предел. Вроде много, но в спокойном режиме 120 км в час на 6 передач ест примерно 5,5 литров. Я пару дней назад ездил по таким же магистралям с той же скоростью на двухцилиндровой 700-ке, где получился тот же расход даже с круиз-контролем. В горах SX тоже забавно. Ставишь третью передачу на узких серпантинах или четвертую на быстрых ходовых, и весь день можешь кататься на одной передаче. Великого смысла переключаться нет, одна передача покрывает весь диапазон скоростей в горах. Хотя можно и пощелкать, тут хороший квикшифтер. С первой на вторую все еще грубовато работает, и я чаще не пользовался, чем пользовался, на все остальные передачи переключается четко и приятно. Так как я больше люблю туризм, чем спорт, это первый раз, когда я рад решению производителя, в основе которого банальное удешевление. Дело в том, что Kawasaki в этом поколении решила унифицировать моторы Ninja и Versys, разработав промежуточный универсальный вариант. Versys стал более спортивным, а SX более туристическим. На мой взгляд, выиграли оба. Когда я говорю про унификацию, это буквально. У Versys 1100 и SX совпадают все передаточные числа, артикулы распредвалов, коленвалов, целиком головка двигателя, воздушный короб и так далее.
Единственное, что в теории может повлиять на мощностные характеристики, кроме прошивки, слегка разные выпускные системы. Но и весит Versys на 20 больше, что влияет на ощущение динамики. Унификация – правильное решение, потому что Versys на кроссоверы не тянул. Он тоже с сильным спорттуристическим уклоном, просто с прямой комфортной посадкой. Удивительно, как кардинально меняется популярность SX и Versys по разным странам. Международный тест для журналистов проводили в Испании, но у нас SX не продается никак, у Versys продажи раз в 15 лучше. В Японии, как я уже говорил, SX нередко на первом месте среди туристических мотоциклов, а Versys продается в десятки раз меньше. В Великобритании SX тоже продается несравнимо лучше Versys и иногда попадает в топы продаж. Иронично, потому что в Великобритании вроде как от дождя за стеклом Versys нужно спасаться, а в Испании как раз на серпантинах навинчивать на спорт-туристе. Есть чужая гипотеза, которая мне нравится. В более северных странах сезон короче и народ пытается брать от мотоцикла максимум эмоций, а в южных странах мотоцикл используется круглый год и выбор более практичный. Плюс в северных странах мотоцикл большую часть времени стоит в гараже и просто радует внешним видом. Если у Versys довольно специфичный хвост, который многих отталкивает, хотя с боковыми кофрами эффект пропадает, то SX конвенциально симпатичен. Он максимально похож на дизайн спортбайка, а большего от спорттуриста и не требуется. Не скажу, что предел мечтаний по дизайну, но аккуратный и приятный, без странностей, кроме объективно ужасной USB розетки. В версии SE он еще покрашен в ядреный металлик с неприличным количеством хлопьев. В Adventure мотоциклах настолько нарядной краски никогда не увидите. SX, конечно, стал более длинноходным по геометрии мотора с более инертным тяжелым коленвалом, но я думаю, теоретически минусы перекрылись увеличением объема. Возможно, кому-то на SX будет не хватать нервозного поведения, он очень послушный для мотоцикла, похожего на спортбайк. Не захлебывается на низких оборотах, ровно и комфортно тянет везде, и реакция на ручку газа максимально точная в любых условиях. Мне кажется, это такой идеальный двигатель в своем ценовом сегменте, чтобы пересадить на четверки человека, который всю жизнь ездил на двух цилиндрах. Мне очень нравится, как настроен мотор на SX, по характеру он мне близок. Плюс звук отличный. Слышно, что это литровая четверка, но даже в режиме путешествия на уши не давит. Нет резкости, бархатистый, спокойный звук. Могу представить, что 2 недели с таким звуком путешествую. Но и руки от вибраций не устают совсем. Относительно литрового поколения на 1100-м утяжелили сам руль и грузики. Как и на новом Versys, в среднем рабочем диапазоне я вибраций не чувствую на этом моторе совсем, и это не преувеличение. Но к обзору Versys были комментарии о том, что кто-то их чувствует. Для меня это удивительно, но имейте в виду. И сиденье для спорттуриста очень удобное. Без заигрываний в спортивность, просто большой, удобный, мягкий диван. Другое дело, что вся эргономика классического спорттуриста очень на любителя, и универсальность мотоцикла сильно принижает. Эргономика с наклоном и задранными подножками отлично работает на серпантинах, но в пробках ничего удобного в этом нет. Весь день в городе в нелепой позе с вытянутыми руками. Еще вот эти спорттуристические зеркала прикручены спереди к пластику, чтобы можно было лежа на баке в них смотреть. Но в городе обзорности не хватает, потому что когда головой или рулем двигаешь, в зеркалах от этого ничего не меняется. В горах у меня к байку претензий нет, но на магистральных перегонах рано или поздно спина затекает, как не меняй положение. Даже если подбородок на бак положить, там есть специальная выемка под это дело, все равно долго ехать неудобно, если знаешь, как бывает на нормальных туристах. Если привыкнуть, спина не так быстро затекает, но все равно же затекает. В коленях острый угол. Типичные для спорттуристов задранные подножки, примерно тот же угол, что на Suzuki или Super Duke GT. Как ни пытайся вертеться, все равно с высоким ростом колени на перегонах затекают. Стекло тоже типичное для классических спорттуристов. Убирает давление воздуха с шлема, никакого баффетинга, но и защиты никакой. Есть регулировка, меняющая угол, но толку мало. Когда ты в продуваемом экипе и вдруг стало холодно, адски дует в живот и руки. Больше всего раздражает, что камера на подбородке залепляется за 10 минут, дальше снимать бесполезно. Собственно, вы в большинстве случаев стекла на кадрах и не видите, хотя я сижу с наклоном, и большую часть моих покатушек тоже не увидите из-за мошек на линзе. Это относится ко всем классическим спорттуристам. Можно уродовать мотоцикл, но на мой взгляд нет ничего страшнее спорттуристов с колхозными стеклами.
Если вас привлекает весь флер спортивных мотоциклов, но хотите баланс между хардкорностью и удобством, присмотритесь, хорошая модель, никаких вопросов к мотору, шасси, подвеске или тормозам. Но лично себе я бы SX никогда не купил из-за эргономики, а выбирал бы из байков типа Tracer 9 и Tiger Sport 800. Безотносительно моторов попроще, те же плюсы спорттуристов, но при этом лучшая ветрозащита и расслабленная посадка. Для завязывания с темой спорттуристов еще хотелось бы сделать полноценный тест Suzuki S1000 GT, за счет низкой цены он крайне интересен. Можно привезти за 1 000 000 рублей из Японии почти новый литр. Это как вообще? Одна проблема, в аренде я их ни в Испании, ни в Португалии не находил. Не потому что GT ужасен, просто классические спорттуристы в наших краях не пользуются спросом. Для примера, в моем городе GT даже в салоне не стоит по той же причине. SX у дилера тестовый есть. Если кто живет в Аликанте, возьмите попробовать. Его редко тестируют, так что можно взять SX подольше, никто по времени сильно ограничивать не будет. В более северных странах Suzuki GT попадается в аренде, если поеду в тур, может и возьму. Поддержать меня можно на Бусти или Патреоне, и спасибо за просмотр.